Мы с вами живем в эпоху удивительных событий. Предок вот этой вот штучки появился на свет в конце 19 века, и почти весь 20 век люди слушали музыку на пластинках. Менялся материал, менялся способ записи и качество звука. И вот почти через 100 лет появляется вот этот малыш, и всем становится понятно, что время винила уходит в историю. А про это мы вообще поговорим в другой раз. И что же это получается? На дворе 2020 год, и журнал Rolling Stone сообщает нам, что CD уходит в прошлое в 3 раза быстрее, чем набирает обороты популярность винила. И тут же подтянулся фанат виниловых пластинок Джек Уайт, который вангует нам, что в ближайшие десятилетия будут царствовать два формата – стриминг и винил. Стриминг в машине и на кухне, винил в гостиной и кабинете. Но как так получилось? Что за дела? И почему вообще я решила озвучить эту тему? Все началось с вот этого постика в Instagram, где я рассказала, что заказала на Napalm Records Shop 4 килограмма виниловых пластинок. На самом деле в посылке было 8 пластинок, просто со всеми упаковками получилось 4 кило. Этим постом я, сама того не понимая, открыла ящик Пандоры, потому что отовсюду посыпались странные вопросы. Зачем тебе пластинки? Ты их коллекционируешь или слушаешь? И самое мое любимое, на чем же ты теперь их будешь слушать, ведь проигрыватели уже не выпускают, это раритет. Ну и апогеем, наверное, стала вот эта вот статья, которая мне попалась на глаза, где человек пишет о том, что в советское время дарил маме пластинку Лещенко, а в наше время пластинку можно подарить разве что диджею, но зачем ему Лещенко? Окей, тут все понятно, люди совсем далеки от этой темы. С другой же стороны посыпались упреки в аудиофилии, то что в наше время пластинки слушают только ностальгирующие хипстеры. Но тогда возникает встречный вопрос, почему пластинки, а не кассеты, например? Кассеты тоже можно купить в наше время, а их массовые принты на сумках, телефонах и одежде реально отдают каким-то элементам ностальгии. Есть только одна странность во всем этом. Сами артисты, люди, для которых вопрос записи является самым важным, при выходе нового альбома либо рекламируют его на современных стриминговых сервисах, Hey, Alexa, play Unsainted by Slipknot. либо тискают в своих инстаграмах именно винил. Может, они хипстеры, могли бы тогда кассету потискать. Вообще здесь запахло фразой «не читал, но осуждаю». Многие критикующие любители винила сами никогда не слышали его звук, разве что песни из мультиков в далеком детстве. К примеру, только 20% моих подписчиков имеют виниловый проигрыватель на данный момент. Спасибо вам, ребята, что участвуете в моих опросах. Я попросила ребят помочь мне сформулировать вопросы для этого выпуска, и самые популярные из них – зачем, на чем слушать, сколько это стоит и вообще есть ли смысл, если есть MP3. И прежде чем углубиться в эту тему, отвечу на вопрос, зачем пластинки лично мне. Коллекционер я, аудиофил или хипстер? Об этом я, кстати, рассказывала англоязычному журналу Metal Female Voices Community, ссылку оставлю в описании. Когда я была подростком, любимую музыку слушала на кассетах на дешевом магнитофоне, а также делала записи с радио и ТВ. Именно поэтому я сейчас шучу, что любую хитовую песню могу услышать сквозь любой скрип. Другой вопрос, если твоя песня в 2020 году звучит со скрипом и тебе норм, может быть, с таким отношением к музыке стоит заняться чем-то другим? Во взрослой жизни я завела себе подписочку на iTunes, и в принципе меня все устраивало. Винилом я никогда особо не интересовалась. И вот однажды в Финляндии по пути на Вакен мои попутчики уговорили нашего гида зайти в специализированный магазин. Запах какой-то библиотеки. Есть такая тема. Да, я заметила, с каким удовольствием ребята гладили упаковки и разворачивали вкладыши. Я тогда подумала, что, наверное, главный смысл пластинок тактильный. На обратном пути мы посетили точно такой же магазин в Стокгольме, в который я уже потом приезжала сама, но это все вводные события. Ключевой момент произошел в Питере, я пошла в гости, и ребята там зарядили пластинку группы Кино. Я сидела, слушала и в какой-то момент заметила, что мне не хочется далеко отходить от проигрывателя. Я не могла объяснить, чем этот звук отличался от того, что я привыкла слушать обычно, но это была какая-то магия. Я закрывала глаза, и мне казалось, что это все по-настоящему, как будто бы я на концерте. Теперь моей целью стал собственный виниловый проигрыватель. Сейчас в моей коллекции около 30 пластинок, обзор на которые я сделала на своем личном канале Аля Ай. Не забудь подписаться на него. Помимо таких монстров, как Metallica и Black Sabbath, у меня также есть пластинки украинских групп Мотанка и Джинджер и, конечно, любимейших исландцев Солстафир. Недавно я, кстати, подарила пластинку оркестра фонда «Антон тут рядом» одному из подписчиков, правда не своему, а подписчику канала «Импровизация с песнями». Там я принимала участие в очень клевой и веселой программе «Кто хочет стать музыкальным миллионером» и проиграла эту позицию. Вадим, ведущий этой клевой программы, всячески поддерживает этот фонд, за что ему огромный респект. Это ребята, у которых есть оркестр «Антон тут рядом», в котором инклюзивно участвуют люди с аутизмом. Они играют музыку вместе с профессиональными музыкантами, и они собирают деньги на музыкальные инструменты. Также я проиграла рекламу на своем канале группе The Radiance. Давайте посмотрим на них. Это твоя жизнь, это моя смерть. Это твоя смерть, это моя жизнь. Подписывайтесь
подписывайтесь на канал Вадима, там весело, может быть и вы что-то выиграете. А мы здесь на канале Брыч продолжаем задаваться вопросом, почему в цифровой век винил не канул в лету. Более того, каждый год производители проигрывателей удивляют нас новыми усовершенствованными моделями, да и виниловые магазины чувствуют себя прекрасно. Кстати говоря, именно туда я и отправилась за ответами, а именно в магазин Винила ЛВ, который принадлежит рижской виниловой звезде Айгарсу. Очень многие говорят о том, что на пластинке есть какой-то свой звук. Чисто технологически, когда звук рождается физически от того, как иголка трется по этой канаве, и от этого рождается электрический сигнал, который превращается через усилитель и выходят колонки, и мы слышим звуковую волну. Есть абсолютное ощущение присутствия, и ты слышишь скрипку, и ты слышишь там барабаны, ты слышишь, как там на гитаре играют, какую-то другую магию звука. Ты задаешь такие вопросы, на которые сразу можно отвечать толстой книгой. Айгарс абсолютно прав. Он затронул самый важный момент, о котором нельзя говорить в двух словах. Поэтому все ссылки на подробности этой темы я оставлю в описании, а сама все-таки попробую рассказать о технической части кратко, потому что время не резиновое. Действительно, особенность записи и воспроизведения звука с помощью винила – это физико-эзотерический процесс. На стальной мастер-диск, покрытый медью, делается прямая запись аналогового звука. Говоря совсем простым языком, на металлической заготовке игла с помощью подачи давления выдалбливает графическое изображение звуковой волны, такие дорожки или канавки. Потом этот экземпляр помещается в пресс, и туда же помещаются виниловые или пластиковые заготовки. Нет, это не донаты пекут. С помощью температуры 180 градусов получаются копии такого диска, и они отправляются на продажу. И когда игла бежит по канавке, она фактически своим движением воспроизводит тот самый аналоговый звук, который поступает в усилитель, в колонки и в уши. Какая-то магия, потому что с физической точки зрения получается, что пластинка позволяет нам условно переместиться в студию и услышать именно тот звук, который записывали музыканты. Но есть одна глобальная проблема. Та самая проблема, которая порождает споры и войны среди аудиофилов. Дело в том, что такая технология прямой записи аналогового сигнала под названием Direct Metal Mastering прекратила свое существование в 2005 году. И пластинки, записанные таким способом, теперь действительно можно считать раритетными. Узнать их можно по вот такой вот отметке. Уже 15 лет все записи на пластинке происходят исключительно цифровым методом. И здесь возникает вопрос, а в чем, собственно, разница? Я могу включить CD или MP3 проигрыватель, подключить дорогую аудиосистему, и будет то же самое. Это действительно спорный вопрос, и по большому счету вот с этого самого момента начинается борьба вкусовщины. И людям, которые уверяют нас в том, что есть какая-то глубина в этом звуке, верить можно только на слово. Отвечаю, есть глубина. Но так как я все-таки отношусь к таким людям, приведу вам еще пару аргументов в пользу этой темы. Во-первых, нельзя обходить стороной тот факт, что на крупных лейблах существуют отдельные студии под виниловый мастеринг, и это неспроста. Говорят даже, что люди, которые работают в этих студиях, прекрасно понимают, что пластинку будет слушать капризный аудиофил, и лучше его не расстраивать. Человек, который, родился, грубо говоря, в 90-е, и все это время основная музыка была в дигитальном виде. Все, чем его кормили, все ему хорошо. В последние 10-20 лет производство аудиотехники массовой, оно ушло в абсолютную пластмассу. Там качество звука ассоциируется громче, и, чтобы дребезжало. Вот это есть качество звука последних десятилетий, по-моему, так. Когда мы слушаем винил, получается немножко какое-то другое ощущение. Легенда гласит, что когда CD-диски массово ворвались в жизнь, звукорежиссеры старались сделать запись громче, чтобы на радио песня звучала ярче конкурентов. В итоге ребята декомпрессировались до того, что звук стал изрядно громким и плоским. А вот с винилом такое не прокатит, потому что процесс записи куда сложнее, и с компрессором там особо не разгуляешься. Поэтому запись сохраняет все детали произведения. На эту тему в описании оставила ссылку на интересную статью от главного редактора журнала Stereo and Video. Кстати говоря, что касается записи, тут тоже есть свои фишечки, но уже от музыкантов. К примеру, вот этот альбом группы Мотанка изначально осознанно был записан на пленку. Ми знали, що є запис на плівку і є запис діджитал. І ми порівнювали різні гурти відомі, звичайно. Deftones, Metallica, Korn, Limp Bizkit. І ми побачили таку різницю, що ті гурти, які пишуться які писались на плівку,
в них дуже живий звук, тому, так як у нас така містична музика, яку нам потрібно передати глядачу саме енергетику, ми вирішили писатись на плівку. Що це таке? Ти входиш в студію, там крутиться ця плівка, і гурт грає, гурт має тільки один або два тейка, щоб зіграти цілу пісню. І ціла пісня записується на плівку. І тоді вже це все оброблюється і переноситься на винил. И це получается правильность слухания винилу. Здорово, что эта тема так глубока и можно всячески экспериментировать, но тем не менее от разногласий мы никуда не денемся. Все споры пока упираются во вкусовщину. Винил, MP3, лента, кассета и так далее. Это мы просто говорим о разных форматах и разных возможностях послушать. Форматы последних 20 лет, то, что дигитальные, они все дают нам возможность это сделать удобно, на ходу, на лету, перелистывая в телефоне альбомы быстрее, чем телефонную книжку. Да, это правда. Еще одно замечание из личного опыта. Я любитель слушать одну и ту же песню несколько дней подряд, и в этом плане MP3 мой выбор, ничего не нужно перематывать. С другой стороны, я признаю, что эта возможность обесценивает музыку. Обычно музыканты записывают альбом концептуально, вкладывая в запись атмосферу последовательности. Винил, хочешь не хочешь, придется слушать целиком, и сначала я думала, что для меня это будет мучительно. Но по итогу, переслушав многие альбомы, я услышала задумки групп, которые пропустила из-за своего сингл-метода. Ну и, конечно, эти пресловутые обложки и вкладыши делают свое дело. Пощупать физический носитель крайне приятно. Кстати говоря, в этом обзоре я это и делаю. В общем, тут правильнее сказать так: не послушаешь сам, не поймешь. Но и тут есть подводные камни. Некоторые люди покупают проигрыватель и испытывают полное разочарование от звука. Почему же? Чтобы слушать пластинку, не получится ее слушать на самом дешевом аппарате, где все в одном, где нельзя поменять иголку, потому что иголка — это то же самое, что колеса в машине, они все время в трении, все время в рабочем процессе. Нормальная иголка рассчитана примерно на 1000-1500 часов прослушивания. То есть если это мы делаем только по выходным и пару часов в субботу, воскресенье вечером, нам это хватит на пару лет. Если мы слушаем каждый день по несколько часов, может быть, даже уже через год нужно будет другую иголку. Если у вас на проигрывателе не предусмотрено, что эта иголка меняется, то вы купили одноразовый проигрыватель, который не предусмотрен даже для качественного звука. Если мы говорим о том, чтобы слушать пластинку и что-то на ней слышать, опять-таки нужно вернуться к физической основе того, что же есть прослушивание пластинки. Для того, чтобы качественно его услышать, нужно определенные составляющие вот этого процесса. То есть должен быть отдельно проигрыватель, отдельно усилитель, отдельно колонки. Почему отдельно? Потому что если звуковая волна рождается в колонках, а колонки встроены в этот же проигрыватель, и эта же звуковая волна может действовать на иголку в этом же корпусе, где вот все это вместе, то получится каша, которую мы вообще не услышим. Здесь хочется поделиться историей, которую рассказал мне мой друг. Человек с Рублевки хотел доказать ему, что лучше винила ничего нет, и свою правоту он доказывал акустической системой за 90 тысяч евро. Я сел в кресло, которое стояло в специальном месте. Там сходился весь звук. Он поставил пластинку с Луи Армстронгом и включил. Я закрыл глаза и прям слышал, как он нажимал клавиши на своей трубе. Звук был живой, невылизанный. Он стоял и играл немного правее меня. У меня акустическая система немного скромнее. Проигрыватель Pioneer PL30 стоимостью 300 евро, а также я использую студийные мониторы. Я понимаю, что это немножечко некорректно, но пока меня устраивает. Я решила, что для начала пойдет. Изначальный вклад туда, я думаю, в пределах 300-500 евро, может быть 1000. Это может быть то, с чего можно начинать. Это то, во что обойдется проигрыватель, колонки, усилитель. В промежутке от 500 до 1000 евро каждая следующая вложенная 100 евро может очень кардинально улучшить качество звука. Если у вас комната
не среднего размера, а чуть больше, имеет смысл подумать о том, что колонки должны быть чуть лучше, больше. Усилитель можно взять не какой-то минимальный, а с более хорошими характеристиками. Просто для примера. Одна иголка на хорошем проигрывателе может стоить 50, 70, 100, 200 евро. Главное, что звучит, хорошо звучит, и если человека это удовлетворяет, то все имеет право на существование. Вроде бы мы столько всего рассказали, а все равно вопрос винил или MP3 как будто бы висит в воздухе. А все почему? Да потому что прав был Джек Уайт, как ни крути. Грядущее десятилетие действительно обещает быть эпохой стриминга и винила. По крайней мере, именно это предрекают нам аналитики и сами артисты. Что я хочу сказать тебе, дорогой друг? Если осуждаешь, лучше сначала прочитай. Не бойся пробовать и экспериментировать. Лично для меня история с пластинками открыла новый удивительный мир. А что обо всем этом думаешь ты? Обязательно напиши в комментах. Конечно же, впендюрь лайк этому видео и не забудь подписаться на мой канал, будем видеться чаще. И, конечно, я напоминаю, что Брыщ выходит во многом благодаря вашей финансовой поддержке на платформе Patreon. От меня огромная благодарность. Спасибо вам. Ваша Алиска. Пока.